Девчонки, всем привет! Как же давно я хотела сделать это видео. Мои ноготки относились, все хорошо. Носила я их месяц. И сегодня вместе с вами мы их будем переделывать. Снимаю я покрытие, как обычно, на 30 тысячах оборотах твердосплавной фрезой. Вообще в последнее время почему-то отдаю предпочтение именно твердосплавным фрезам. Отошла немного от керамики. Мне кажется, что твердосплавная фреза снимает более ровно. И потом меньше мне работы, то есть меньше приходится пилить пилкой сверху и выравнивать сам ноготок для выравнивания базой. Снимаем все аккуратненько. Вот так мои ногти выглядят после снятия. У меня была небольшая отслойка на большом пальце и отслойка на указательном. Приступаем к опилу форм. Пилочка Stalex у меня со сменными файлами, точнее это файлы-пончики, все, наверное, уже помнят по предыдущим видео. Если нет, где-нибудь здесь оставлю ссылку, и вы можете посмотреть обзор на них. Мне они очень нравятся, потому что я не трачу целую пилку, я работаю только одной стороной обычно всегда. Плюс она очень тонкая и хорошо подлезает под валики. Вот мой овал. Обратите внимание, что наш торец повторяет форму кутикулы. Это и есть идеальный овал. Вот так мои ногти выглядят после аппаратного маникюра и опила форм. И в этом видео будет затронут очень важный момент, что же делать, когда не носится совершенно ничего. Будем использовать сегодня топ от Monami и рубер базу скотч от Monami. Посмотрите, какая у нее консистенция, очень удобная, рекомендую такую базу для новичков. Она хорошо носится, у нее прекрасная адгезия, и я ее первым слоем наношу в качестве подложки под наш акригель. Да, укреплять ноготки будем акригелем, покажу, как делаю это я. Я наношу на пол ноготка и просушиваю в лампе 30 секунд. Далее снимаем липкий слой с нашей базы. Мочу палочку и посмотрите, акригеля я беру совсем немножко. Я выдавила его из тубы. Это акригель тоже от Monami прозрачный. Он очень прочный и, вы знаете, он носится даже без подложки. Но я все-таки перестраховываюсь и всегда делаю подложку. Разравниваю его апельсиновой палочкой и апельсиновой же палочкой беру его с палитры. В общем, минимальный расход, и все, что остается, я потом просто подгребаю этой же палочкой и убираю обратно. Неважно, в тубе он у вас, то есть в упаковке как зубная паста или в баночке, все равно пользоваться им удобно, и все это можно убрать обратно. После того, как мы все просушили, мы снимаем липкий слой с акригеля, это обязательно. И я начинаю опил. Равняю свободный край и немного опиливаю сверху. В принципе, я и так достаточно ровно его выложила. Но так как я это делаю на себе, плюс я обычно всегда тороплюсь, в общем, пилочкой все равно придется немножечко поработать. И еще у меня есть вот такие вот бафики. Посмотрите, с одной стороны они более жесткие, и с другой стороны более мягкие. И еще здесь есть вот такая пористая поверхность, об нее я чищу фрезы. Сначала я прорабатываю наш ноготь жесткой стороной, а потом более мягкой, уже как бы доглаживаю и шлифую ее. Так нам будет проще работать. Упаковка таких бафиков стоит 350 рублей, а внутри их 50 штук. Очень удобно, они одноразовые на каждого клиента, и им удобно работать. Вот так наш ноготь выглядит после. Можно, кстати, делать маникюр и до этого, потому что вы опиливаете только торец. Покажу цвета, которые я заказала. Это Monami 005. Посмотрите, какой красивый шиммерный цвет с золотистыми блестками. Он полупрозрачный, отлично подойдет как в качестве основного покрытия, так и в качестве камуфляжа. Насыщенный темно-зеленый цвет, немного припыленный. В конце покажу вам типсики и обязательно покажу, там они все будут подписаны. Цвет под номером 604. Плотный синий цвет. На видео он чуть ярче, чем есть на самом деле. Мы им сегодня будем работать и будем выполнять им дизайн и покрытие. Цвет под номером 605. Цвет красный. Классический красный цвет, но опять-таки же видите, он немного пыльный. Отлично подойдет на осень и зиму, так как яркие цвета не особо, так скажем, в ходу у нас зимой и осенью. Следующий цвет серый. По этому цвету у меня есть определенные рекомендации. Наносить его только очень-очень тонким слоем.
цвет 607, уже менее пигментированный, но все равно он отлично выравнивается, и в принципе у вас не будет проблем с нанесением. На длинные ногти в 2 слоя он прекрасно ляжет. Пыльно-розовый цвет ложится очень плотно в 1 слой, и опять-таки же рекомендация наносить его тонким слоем. Цвет 611 – это цвет спелой тыквы. Он полюбился моим клиентам, которые любят все-таки яркие оттенки, но зимой неончики не поделаешь, смотрятся они, скажем так, очень-очень ярко. Этот цвет ложится в 2 слоя прекрасно и хорошо самовыравнивается. Ну, в принципе, на видео и так все видно. Цвет под номером Люкс 5 – это тот цвет, который я рекомендую всем. И, девчонки, обязательно приобретите его. Он вас не оставит равнодушным, я еще потом расскажу о нем поподробнее. Цвет хаки – очень актуальный цвет для осени. Он достаточно плотный, и на видео я покажу, как можно нанести его в 1 слой и можно в 2 слоя. Вы можете нанести его тонко, а можете взять каплю, подтолкнуть к кутикуле и нанести в 1 слой, разровнять. И вот этот красавчик назван цветом года 2020. Это цвет перчик чили. Я его узнала сразу же, когда открыла флакончик. Посмотрите, какой он красивый, плотный и яркий. Он никого не оставит равнодушным, будет прекрасно смотреться в матовом цвете. И последний цвет — это вот такой молочный, с небольшой такой желтизной. Мне он напоминает старое кружево. И он будет прекрасно смотреться как основной цвет и в качестве подложки под какие-то дизайны. Вот все цвета, все номера подписаны, скриньте, кому нужно. Обязательно посмотрите, как смотрится цвет 605 сейчас. Видите, он такой припыленный красный цвет, но очень интересный. Вообще все цвета сложные, простыми их не назовешь. Я люблю такие оттенки, ими приятно работать. Вообще продукция Monami всегда радует нас новинками каждому сезону. Ну а сегодня мы будем использовать базу скотч также. Покажу вам, как она выравнивается. Сначала я наношу скользящий слой, делаю отступ от кутикулы. Это обязательно, чтобы при выравнивании наша база не залилась в кутикулу. Будьте осторожны. Беру капельку и просто вот так вот ее разравниваю. Посмотрите, она распределяется по ноготку сама. И вот так она выглядит после просушки. Очень круто, очень удобно работать и очень быстро. Цвет Люкс 5 – это белый камуфляж с холодным белым подтоном, немного даже как будто добавлено синевы. Наверное, вы все заметили, что белые камуфляжи так плотненько ворвались в нашу профессию, но они с небольшим желтым тоном, а этот именно прямо белый-белый холодный. И вот наш синий, им мы покроем все остальные ноготки. А на среднем и безымянном пальчике у нас будет дизайн. Дизайн я выполняла к Хэллоуину, и вам, я думаю, будет интересно на него посмотреть. Кстати, синий цвет я сначала планировала нанести в 2 тонких слоя. Начала я, значит, убирать излишки гель-лака, и все равно он очень-очень плотный, поэтому решила нанести его в 1. Нанесла и начинаю просто прокрашивать тоненькой кисточкой. Мне так удобнее, тем более, что я, когда делаю на видео это все, не совсем вижу свой ноготок, поэтому прокрасить кисточкой мне тяжело. Но брать тонкую кисточку или нет, это уже личное дело каждого. Я считаю, что главный результат. Кстати, расскажите мне в комментариях, пользуетесь ли вы тонкой кисточкой, когда прокрашиваете под кутикулу, или справляетесь кистью из флакона. Я лично смотрю на тип кутикулы. Если кутикула такая большая, карман большой, то можно обойтись и без тонкой кисти. А если такая, как у меня, то лучше все-таки прибегнуть к ней. Конечно, это дольше, но самое главное – это результат. Белый цвет мы наносим 2 слоем. И хочу заметить, что он чуть жиже, например, чем синий. Поэтому я не добавляю уже материала, а просто тяну его с ноготка и подвожу под кутикулу. Им можно положить выравнивающим слоем. Он отлично просыхает, так как он полупрозрачный. Наносим топ Monami. Он без липкого слоя, у него прекрасный глянец, можете посмотреть. И еще у него такая консистенция, что выравнивание им тоже можно сделать. Покажу вам, что сегодня будем рисовать. Была в шоке, что очень многие не знают, кто это. Это персонаж из мультика Тима Бертона «Труп невесты». Не знаю, почему он мне так нравится.
Это сама невеста, то есть главный персонаж. И многие очень спрашивают в инстаграме, как я рисую всякие мелкие дизайны, вообще как я их выполняю. Вот решила показать вам последовательность. Неважно, рисую я мультяшек или какие-то лица, фигуры. Я всегда сначала покрываю ноготь топом и потом бафлю. Далее беру кисточку, желательно, чтобы это была колонковая кисточка. Я не прорисовываю мелкие детали, а лишь рисую как бы весь контур оставшийся. Сбоку у нас будет паук. Мы его рисуем карандашом, ничего не просушиваем, просто рисуем по забафленной поверхности карандашиком и начинаем разукрашивать. Чтобы красный цвет с синим не сливались, естественно, сначала я нарисовала красный крестик у нее, а потом просушила. Далее раскрасила синее тельце, опять просушила и черной гель-красочкой выполняю прорисовку тонких линий. Кстати, рисую я по одной лапке с каждой стороны, просушиваю и рисую следующие две лапки. Так у меня гель-красочка, даже если она друг на друга попадет или где-то будет перекрещивание наших лапок, как в данном случае, у меня ничего не стечется. В общем, выполняйте промежуточные просушки, особенно если вы в себе не уверены. Так вы сможете стереть, если что-то накосячите, и сможете перерисовать заново. Наш основной цвет смешиваем с топом и раскрашиваем тело нашей невесты. Так как она у нас все-таки труп, поэтому мы раскрашиваем ее таким голубоватым оттенком. После этого основным нашим цветом, все равно я его немножко разбавляю с топом, чтобы было удобнее рисовать. И уже рисуем наши волосы. Посмотрите, как он ложится хорошо в один слой. Плюс, если вы возьмете чисто синий цвет, вам потом будет тяжело расставить цветотени. Поэтому все-таки немножко разбавляйте гель-лак с топом, чтобы он был более такой жиденький и более удобный. Белым цветом от Монами рисую нашей невесте глазки. И рисую ей подглазины цветом синим, смешанным с топом и с добавлением немножечко капельки черного. Рисую тени над грудью и у ключицы. Рисуем нашей невесте глазки, промежуточные просушки выполняя после каждого этапа. То есть нарисовала глазки, просушила, нарисовала тени, просушила и потом уже выполняю прорисовку черной гель-краской. Очень тяжело, смеялась долго, ничего не видела, когда рисовала практически на ощупь. Все только для того, чтобы вас порадовать, просто показать вам, как я выполняю какие-то более сложные дизайны на себе. Хотя меня очень часто ругают за то, что я не снимаю видео для новичков. Девчонки-новички, напишите в комментариях, какое видео вам интересно. Обязательно выберу какую-нибудь тему и сниму для вас подробное видео, как делать тот или иной, например, дизайн. Вообще каждый дизайн требует времени все равно, и за такие дизайны, конечно же, я беру отдельную плату, потому что на такой дизайн у меня может уйти минут 40. Далее берем вот такие вот цвета, раскрашиваем фату нашей невесте. Все помнят про старое кружево, да, я как раз взяла этот цвет. И делаем немного все-таки розового, а то у нас уж все синее получается. Покрываем топом и дизайн готов. Девчонки, очень старалась над этим видео. Самое главное, конечно же, здесь был не дизайн, а именно укрепление акригелем. Как я его выполняю, как я укрепляю именно торец. И делаю так, что мои слабые, ужасные, ломкие, слоящиеся ногти носятся до коррекции. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, мне будет очень приятно. Я давно это видео готовила, снимала я его достаточно долго, очень старалась для вас. Всех люблю, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!